Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такой забавный брелок. Вяжется легко, быстро, но у нас есть, конечно, пришивные детали. Вернее, они больше не пришивные, а узелочками привязанные. В принципе, ничего сложного абсолютно. Приступаем. Начинаем вязать нашу птичку снизу. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Стянули колечко и ставим маркер. Первый ряд мы закончили. Переходим ко второму. Во втором ряду мы с вами вяжем 6 прибавочек. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Третий ряд. Провязываем столбик без накида, прибавочка. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем столбик без накида, прибавочка, столбик без накида. И так мы повторяем 6 раз. Пятый ряд. Провязываем 3 столбика без накида и прибавочка. Так 6 раз. Довязываем пятый ряд и следующие 3 ряда, 6, 7 и 8, мы будем провязывать по 30 столбиков без накида самостоятельно. Девятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, убавочка. Так 6 раз. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Довязываем 9 ряд и следующий 10 ряд мы вяжем 24 столбика без изменений. Переходим к 11 ряду. В 11 ряду мы с вами провязываем столбик без накида, убавочка, столбик без накида. И так 6 раз. Это вот второй раз.
третий. Довязываем этот ряд до конца, у нас получится 18 столбиков. И следующие два ряда, 12 и 13, мы провязываем по 18 столбиков без накида. Вот что у нас получается. Сейчас я добавлю немного холофайбера. Переходим к 14 ряду. Здесь мы будем с вами провязывать за задние стеночки. Будем провязывать столбик без накида, убавочка. Здесь, конечно, не так все легко. У меня тут почему-то сложности. Так, повторяем 6 раз. В конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Не забываем, что вяжем за заднюю стеночку. Так, крайняя убавочка в этом ряду. Здесь у меня так медленно все. Так, вот смотрите, видите, у нас полосочка такая передняя, стеночки, получилась такая полосочка. И теперь мы с вами будем провязывать крайний ряд. Будем делать 6 убавочек тоже за задние стеночки. Здесь добиваем холофайбером поплотнее и продолжаем. 15 ряд, вяжем 6 убавочек за задние стеночки. Привыкла вязать плотно, и поэтому немного сложно именно за задние стеночки. Так-то все было бы ничего. Теперь вытягиваем немного нитки, обрезаем и будем закрывать оставшиеся отверстия. Вот у нас получается, видите, 2 ряда. Третий ряд, где можно прицепиться и сделать прическу нашей птички. Причем стягиваем колечко, тоже стараемся за задние стеночки прихватывать. И все, и закрываем. Убираем маркер, он нам не нужен. Вот такое тело птички получается. Еще раз ниточку пропускаю. И все, ее можно смело обрезать. Приступаем к формированию нашей прически, челочки вот этой. Вернее, не челочки, там целая голова прическа. Значит, смотрите, я цепляюсь из серединки. Ну, вот у нас есть такие задние стеночки. Решила, что это у меня будет темненькая такая прическа. Значит, присоединилась, и мы провязываем 3 воздушные петли. И в соседней провязываем столбик без накида. Три воздушные петли. И в соседней столбик без накида. И снова 3 воздушные петли. И так мы с вами будем продолжать вязать, идти по кругу.
и формировать прическу. Вот эту ниточку уже можно спрятать. Все, идем по кругу. Продолжаем сами. Прическа есть. Теперь мы нашей птичке будем приклеивать или вывязывать глаза. Значит, смотрите, я одной птичке вывязала глаза. Здесь получается у нас 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Такие вот у нас получаются глазки. И решила показать вам, как получатся глазки, если их сделать просто черненькими, приклеенными. То есть вот это, конечно, забавная такая, веселая, с такими выпуклыми глазами. А эту сейчас мы с вами сделаем. Опять же, глазки. Я бы хотела, конечно, сделать их чуть-чуть побольше, но у меня либо слишком большой глазик, либо маленький. Ну, остановилось это 0,5 у меня. 5 миллиметров. Опять же, какие глазки сделаете? Опять же, какие глазки сделаете? Настолько забавным или не забавным будет ваш птенец. Так, вот я глаза приклеила. Можете сравнить, посмотреть. Здесь я еще сделаю белую обводочку. Они будут немножко поярче. Потом сравним, да? Так, глазки мы приклеили. Продолжаем. Вяжем наше малепусенькое крылышко. Набираем 4 воздушные петли. Во второй от крючка провязываем полустолбик с накидом. В следующую провязываем еще один полустолбик с накидом. И в третью провязываем столбик без накида. Вот наше крылышко готово. Воздушная петля. И обрезаем ниточку. Оставляем для привязывания, пришивания. Кто как будет делать, это уже будет ваш выбор. И вот такое у нас маленькое крылышко. Одно, и вот оно второе. Крылышки готовы. Для клюва я взяла темно-коричневую пряжу. Вы, конечно, можете взять любую, какая вам нравится. Красная, желтая, коричневая, черная. Выбирать вам. В кольцо амигуруми вяжем воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, соединительный столбик. Снова вяжем воздушная петля, полустолбик с накидом, воздушная петля, соединительный столбик. Обрезаем ниточку, так, чтобы можно было потом пришить. Я пришиваю. Если вы приклеиваете, можете приклеить. Все, стягиваю колечко. Здесь завяжем узелочек или потом будем ввязывать, вернее вшивать. И вот получается наш клювик. Вот такой. Видите, будет закрываться. Смотрите, чтобы клювик хорошо зафиксировать, видите, у нас здесь же вот не соединенные, мы иголочкой соединяем. Вот так.
Теперь мы, когда его пришьем, вот он у нас сложится и будет вот такой манюсенький. Так, можем сразу и пришить. Такая птичка. Смотрите, одна часть, вторая часть. Смотрите, как вам больше нравится. Одна кажется немножко больше, другая кажется немножко меньше. Ну, вот так вот я пришью. Так, наш клювик. Под глазками, да? Так. И вот здесь перехватываем. С другой стороны, видите? Вот серединка. Мы ее протянули. И вот вторая. И назад выведу. Получается, мы ее перехватили. Вот видите? Все, поправляем. О, однако какой клювик. Так, в принципе, вот этого даже достаточно. Здесь можно завязать узелочек и попрятать ниточки. Наш клювик закреплен. А раз уж мы с вами добрались до вот мордашки, клювик мы сделали, вот я предлагаю еще сделать вот тут вот светлую такую окантовочку. Вокруг глаза, прям глазик должен немножко ожить. Он у меня уже приклеился. Это если вы будете делать клеевой. А если, конечно, вот тот вязаный, беленький, такой забавный, там ничего не надо. Там только внутри вышить французским узелком вот эту вот черную зрачок. Можете вышить, а можете приклеить вот такие вот маленькие клеевые. Или бусинку, бисеринку какую-то пришить. Во. Смотрите. Сразу глазик ожил, да, один и второй. Сюда же вывожу. Сюда же. Ну вот, смотрите, какая славная. Тоже довольно-таки миленько, да? Все, здесь завязываю узелочек и прячу ниточку. Все, ничего не заметно. И белая окантовочка у нас есть. Крылышки мы с вами сделали. Теперь нам с вами надо сделать хвост. А хвост мы с вами будем делать, смотрите как. В кольцо амигуруми набираем 2 воздушные петли, полустолбик с накидом, столбик с накидом, воздушная петля, 1, 2, столбик с накидом, полустолбик с накидом, воздушная петля, 1, 2 и соединительный столбик. Стягиваем колечко. Вот такой хвостик. Обрезаем ниточку так, чтобы потом пришить. Вот хвостик готов. Теперь давайте пришьем крылышки и хвостик. Значит, крылышки мы будем пришивать на уровне, вот видите, где у нас клювик. Вот ниже чуть-чуть. И отступаем
Раз, два, три, 4. Отступаем 4 столбика. Так. И здесь завязываем узелочек. И потом ниточки прячем. Сильнее я не вижу смысла его пришивать, оно никуда не денется. 2 узелочков вполне будет достаточно. Все, и прячу ниточку. Одну и вторую ниточку прячем. Второе крылышко будем пришивать с противоположной стороны самостоятельно. Наш птенчик обрел крылья, и ему явно, конечно, не хватает хвоста. Хвост мы с вами будем пришивать между 5 и 6 рядом. Раз, два, три, 4, 5. И вот он 6. Значит, мы будем пришивать вот здесь. Да? Нет, чуть-чуть сюда. Ищем серединку между вот крылышками. И пришиваем наш хвостик. Все, завязываем узелок, вот такой вот будет хвостик. Опять узелок прячем. Тут, конечно, много мелких деталей, которые отдельно пришиваются, привязываются. Вы, конечно, можете еще и приклеить при желании. Я все пришиваю. Вот такой вот хвостик. Вот такой забавный птенец. Вот такой вот еще один. Смотрите, какой вам больше нравится. И здесь у меня еще есть лапки. Поэтому предлагаю связать еще лапки. А дальше будете смотреть и выбирать сами, какого будете вязать. Мне расскажете, хорошо? Мне просто интересно, с такими приклеевыми глазками или с такими лупатыми. Я еще, видите, вверху сделала такую черную тоненькую окантовочку. Ну, они забавные оба. Так, ладно, продолжаем. Будем вязать лапки. Лапки мы провязываем. Я опять же беру коричневую, хотя вот уже думаю, зря, наверное, все-таки вот желтая намного ярче и красивее смотрится, да. Это такая немножко бледноватая будет птичка, но ничего, в паре они будут друг друга дополнять. Значит, смотрите, лапку мы провязываем. Набираем 4 воздушные петли. Теперь провязываем во вторую соединительный столбик, воздушная петля, соединительный столбик, воздушная петля и снова соединительный столбик. Видите, у нас все 3 соединительных столбика вот сюда в одну петлю получается. И дальше мы по лапке вяжем 2 соединительных столбика. Один и второй. Вот этот кончик я прихватываю вот сюда. Все, здесь обрезаю ниточку. И лапка готова к пришиванию. Вторую лапку вяжем самостоятельно. На темной вот плохо видно. Видите, она светленькая такая она. Завершающий этап мы будем пришивать лапки.
Лапки я пришиваю, вот смотрите, первый ряд, во втором ряду, и вот не четко посередине, да, а вот сюда чуть-чуть, возле крылышек, грубо говоря. Тут, в принципе, и пришивать особо нечего. Можно просто завязать узелочками, как мы делали до того. И все, и прятать ниточки. Это, наверное, сегодня самое популярное в нашем мастер-классе. Протянуть и спрятать, завязать узелок и спрятать ниточку. Ну, зато, в принципе, это делается быстро. Ну, конечно, мелкие детали заставляют немножко повозиться. Ну, вот одна лапа, и вторую пришивайте сами. Ну и вот наш птенец готов. Птенец или птичка. Ну да, птичка, наверное, расслетает с клювиком. Вот такая красота. И вот смотрите. Разницу вы видите, я вам уже рассказала. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая птичка вам больше нравится. С вот этими провязанными глазками или склеенными. И вы добавляли лапки или нет? Или у вас птички просто летают? Цвета, конечно, лучше брать все-таки поярче, как я взяла первый. Ну, это такой спокойный. Если вы хотите связать просто птичек, на этом заканчиваем. А сейчас мы еще сделаем маленький цветочек в комплект. Цветочек начинаем вязать с серединки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко и провязываем соединительный столбик. Второй ряд. Воздушная петля и провязываем столбик без накида, прибавочка. И так 3 раза. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. Обрезаем ниточку. И здесь мы делаем такое вот непрерывное соединение косичкой. И теперь вот сюда. Вот смотрите, у нас получился вот такой непрерывный круг. Теперь будем обвязывать цветочек лепесточками. Значит, прихватываем один кружочек за столбик, видите, и второй. Они лицом оба. И теперь берем ниточку. У меня вот такой цвет лепестка будет. Сразу в серединку спрятала. Так. И провязываем 2 воздушные петли, столбик с накидом сюда же, столбик с 2 накидами сюда же, столбик с накидом,
2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в соседнюю петлю. Прихватываем вот обе. Вот у нас один лепесточек готов. Опять делаем 2 воздушные петли, столбик с накидом сюда же, столбик с 2 накидами, столбик с накидом, 2 воздушные петли и присоединяемся в соседнюю. Там аккуратненько, чтобы они совпадали. Соединительный столбик. Вот у нас получается цветочек. И так продолжаем до конца. Вот я довязала цветочек, у нас получилось 9 лепестков. Такая красота. И теперь сделала соединительный же столбик в соседний. И теперь вытягиваю ниточку. Вот какой длины нам нужно, чтобы она висела. Чтобы висел этот цветочек. Хотя бы приблизительно. В общем, обрезаю ниточку. Потом подрегулировать здесь можно будет. И иголочкой уже прихватить, чтобы она никуда не делась. Можно, конечно, сделать на цепочке. Это такой самый простой элементарный вариант. Теперь нам осталось наших еще птичек собрать. Тоже можно подцепить на цепочку, можно на ниточку. Делаю на ниточку, потому что это легко, просто. И у каждого эта ниточка, естественно, есть. Вот не додумалась, надо было сразу оставить. Сейчас мы к нашему птенцу прицепим веревочку. Значит, смотрите, вот сюда под прическу выхожу и выхожу к серединке. Если хотите, конечно, можете сделать косичкой. То есть у каждого свой выбор. Так, дальше сюда же или где-то рядышком выводим обратно. И вот здесь вот под прической рядышком выводим. Здесь оставляем, какой нам нужен, какая нам нужна длина, чтобы птичка висела. Значит, смотрите, у меня получилось один птенец вот висит на какой высоте, а второй должен быть немножко пониже, правильно? Пониже. Вот так вот, допустим. Чуть выше. Вот так. Теперь я завязываю узелочек именно на вот этой высоте, которая нам нужна. И все. И буду прятать кончики нитки. И точно так же с цветочком вы располагаете именно на той высоте, которая вас устраивает. Ой, полетела уже полетела птичка. То есть выбирайте уже сами. Узелочки завязала. Все как всегда. Обрезаю. И второй кончик тоже прячу. Ну и вот, мои дорогие, вот такой веселый, забавный брелочек у нас готов. 2 птички и цветочек. Вы, конечно, можете регулировать одну птичку и 3 цветочка или еще что-то. Делать уже как вам нравится. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Надеюсь, вам понравились эти птички. Этот брелочек такой милый, забавный. Пишите свои комментарии, пожалуйста. До встречи, пока.